Раскаленный асфальт окружного шоссе в Марикопе дрожал в мареве полуденного зноя. Аризонское солнце не знало жалости ни к людям, ни к бродячим животным, превращая каждую металлическую крышу и каждый бетонный бордюр в подобие раскаленной сковороды. Офицер службы контроля и заботы о животных Maricopa County Animal Care and Control Дэвис вела служебный автомобиль по привычному маршруту патрулирования, внимательно сканируя обочины, тенистые закоулки и дворы частного сектора. Ее смена подходила к середине, и вызовы до сих пор были вполне стандартными. Убежавший через сломанный забор лабрадор, забытый на санцепёте старый питбуль, пара жалоб на шум. Но то, что мелькнуло в пыльном проулке впереди, заставило Дэвис резко притормозить и протереть глаза. По улице бодро трусила странная пара. Первым бежал типичный бродяга, верткий рыжеватый метис с настороженными ушами. А следом за ним, ничуть не смущаясь своего нелепого вида, неслась некая сюрреалистичная фигура. Крепкий пес средних размеров, чья голова от самых плеч была наглухо замурована в огромную прозрачно-мутную пластиковую емкость. Это было похоже на шлем неуклюжего четвероногого космонавта, потерявшегося на чужой планете. «Я увидела его и сразу поняла, действовать нужно не просто быстро, а молниеносно», вспоминала позже офицер Дэвис. Пластиковый баллон закрывал почти всю морду. Пес едва видел дорогу перед собой, но каким-то невероятным образом упрямо следовал за своим хвостатым приятелем, словно ничего особенного не происходило. Дэвис мягко припарковала машину у обочины, заглушила мотор и плавно вышла наружу, держа наготове поводок и петлю для бережного отлова. Ей хотелось верить, что операция займет не больше пары минут. Подойти, успокоить бедолагу, аккуратно стянуть пластиковую ловушку и вернуть миру нормальную собаку. Она сделала первый осторожный шаг, тихо зашептав ласковые, успокаивающие слова. «Тише, парень, я здесь, чтобы помочь». Но уличная жизнь учит бездомных собак главному правилу выживания. Двуногие на колесах редко сулят легкую жизнь. Рыжий спутник моментально вскинул голову, издал предостерегающий глухой тяф и метнулся в узкую щель между заборами. Пес с пластиковым кувшином на голове, несмотря на крайне ограниченный обзор, отреагировал синхронно, развернулся на месте и дал стрекача со всей скоростью, на которую были способны его сильные лапы. «Я только хотела снять с него эту штуку как можно скорее», — делилась Дэвис. «Но стоило мне приблизиться, как оба пса сорвались с места и бросились в рассыпную. Началась изнурительная, полное напряжение погоня. Ситуация осложнялась с каждой минутой. Пластиковый кувшин действовал как настоящая теплица. В стенке емкости виднелась трещина и небольшое технологическое отверстие. Именно они спасали собаку от мгновенного удушья и позволяли втягивать раскаленный воздух. Однако при интенсивном беге температура внутри прозрачного колпака стремительно росла. Слюна и дыхание оседали густым конденсатом на внутренних стенках пластика, еще больше лишая животное видимости. Бедный пес несся практически вслепую, рискуя выскочить под колеса грузовика или врезаться в железную ограду. Риск теплового удара стал критическим. В аризонской духоте собачьему организму достаточно 20 минут перегрева, чтобы начались необратимые процессы. Офицер Дэвис проявила настоящий профессионализм и редкое терпение. Она понимала, если гнать пса без передышки, его сердце не выдержит, а температура тела зашкалит за 41 градус. Поэтому Дэвис действовала тактически. Она следовала за беглецом на почтительном расстоянии, периодически полностью останавливаясь, прячась за деревьями и машинами, давая испуганному животному возможность перевести дух, прилечь в чахлой тени забора и немного охладиться. «Он бежал тяжело хрипя», — рассказывала Дэвис. «Я видела, как он устал, но страх гнал его вперед.
Приходилось буквально играть в кошки-мышки, преследовать, замирать, ждать, пока он отдышится, и снова сокращать дистанцию. Эта психологическая и физическая дуэль длилась около получаса. За 30 минут они преодолели несколько кварталов частного сектора. Наконец, силы и ориентация окончательно изменили четвероногому беглецу. Задев плечом сетку-рабицу, он вильнул и заскочил в открытую калитку тупикового заднего двора одного из жилых домов. Дэвис бесшумно прикрыла за собой калитку. Ловушка захлопнулась, но на этот раз спасительная. Загнанный пес забился в угол между деревянным сараем и ящиком для инструментов. Он тяжело вздымал бока, мелкая дрожь сотрясала его тело, а из-под пластика доносилось хриплое частое дыхание. Офицер Дэвис опустилась на колени, чтобы казаться меньше и безопаснее, медленно протянула руку с петлей и точным выверенным движением накинула мягкий фиксатор на шею собаки. Пес не зарычал. Он просто замер, словно признавая поражение перед судьбой. «В тот момент я почувствовала колоссальное облегчение», — признавалась офицер. «Мы вели его к служебному фургону, и я думала, что самое трудное позади. Но настоящая головоломка только начиналась. В кузове фургона с включенным кондиционером Дэвис внимательно осмотрела пленника. Оказалось, что снять пластиковый сосуд руками невозможно. Горловина или технический паз емкости намертво заклинили за затылочным бугром и под нижней челюстью. Любая попытка потянуть пластик сильнее вызывала у пса болезненный стон, жесткие края врезались в нежную кожу за ушами и могли нанести глубокие рваные раны или повредить трахею. Я попробовала снять его сама, но поняла, что без специальных инструментов и врачебного контроля сделаю только хуже, решила Дэвис. Она включила проблесковые маячки и помчалась прямо в центральный приют и ветеринарную клинику Maricopa County Animal Care and Control. По рации уже передали экстренное сообщение. «Везем космонавта, требуется помощь хирургической бригады». В клинике команду спасения уже ждали. Главный ветеринарный врач Саманта Турман и дежурные ассистенты приготовили смотровой стол, медицинские ножницы, кусачки для пластика, антисептики и седативные препараты на случай, если животное впадет в панику или проявит агрессию от боли. Когда Дэвис завела странного пациента в процедурный кабинет, медики на мгновение опешили от необычности картины, но тут же включились в работу. Пса бережно уложили на стол. Доктор Турман лично приступила к детальному осмотру. «Мы увидели, что это была не просто банка или бутылка», объясняла доктор Саманта Турман. «Это была верхняя часть механизма от автоматической кормушки дозатора для собак. Любопытный парень, видимо, почуял остатки сухого корма на дне бункера, просунул голову в узкий отсек, откуда гранулы обычно высыпаются в миску, а вот вытащить ее обратно анатомически уже не смог. Уши и скулы сработали как распорки. Медицинская бригада действовала с ювелирной точностью. Один ассистент мягко придерживал лапы и корпус пса, ласково поглаживая его по бокам, чтобы снизить уровень стресса. Доктор Турман и второй фельдшер миллиметр за миллиметром надрезали толстый полимерный слой, подкладывая защитные металлические шпатели между кожей животного и режущим инструментом, чтобы не оцарапать морду. Пес вел себя поразительно смирно. Он словно затаился, чувствуя исходящее от людей тепло и сосредоточенность. Наконец раздался сухой пластиковый щелчок. Конструкция поддалась, края разошлись в стороны. Доктор Турман аккуратно развела половинки ловушки и плавно сдвинула их вперед. Голова собаки выскользнула на свободу. В кабинете повисла секундная тишина, сменившаяся всеобщим вздохом облегчения. Все присутствующие невольно напряглись и синхронно отступили на полшага назад. Это была стандартная мера безопасности. Никто не знал, что творится в голове бродячего пса, который провел неизвестно сколько часов или даже дней в пластиковой изоляции. Пережил изнурительную погоню, духоту,
и болезненные медицинские манипуляции. Животное в состоянии шока после освобождения нередко проявляет агрессию, защищаясь от мнимой угрозы. Ветеринары ждали оскала, яростного лая или панической попытки метнуться к двери. Но то, что произошло в следующую секунду, растопило сердце даже самых закаленных сотрудников приюта. Освобожденный пес пару раз моргнул, привыкая к яркому свету ламп, глубоко вдохнул свежий прохладный воздух кабинета, огляделся по сторонам и вместо рычания мягко завилял хвостом. Он поднялся на лапы, сделал 2 неторопливых шага прямо к сидящей рядом девушке-ассистенту и без тени сомнения положил свою большую лохматую голову ей на колени, а затем и вовсе забрался всем телом к ней на руки, зажмурившись от удовольствия. Когда мы сняли этот кувшин, мы машинально отпрянули, не зная, попытается ли он кого-нибудь укусить. С улыбкой вспоминала доктор Турман. А этот невероятно милый мальчик просто подошел, залез на колени к нашему ветеринарному технику и всем своим видом словно сказал: «Огромное спасибо, что сняли эту штуку с моей головы». Это было настолько искренне и трогательно, что у нас перехватило дыхание. Пес тихонько посапывал, уткнувшись носом в медицинский халат, позволяя гладить себя за ушами, где пластик оставил небольшие потертости. Напряжение, копившееся долгие часы, полностью растворилось в этом жесте безграничного доверия. После тщательного осмотра врачи констатировали: помимо легкого обезвоживания и небольших ссадин, пес абсолютно здоров, крепок и полон сил. Его шерсть почистили, обработали уши, сделали необходимые прививки и накормили полноценным обедом. На этот раз из обычной широкой миски, в которую не нужно было протискивать голову с риском для жизни. Спасенному бродяге дали новое звучное имя — Джонс. Случай с Джонсом стал для сотрудников приюта поводом еще раз обратиться ко всем владельцам домашних животных. Собаки по своей природе чрезвычайно любопытны, шкодливы и изобретательны, подчеркнула доктор Саманта Турман. Они могут засунуть голову в пакет из-под чипсов, в банку из-под арахисового масла, в пластиковые контейнеры или детали кормушек. На улице или на заднем дворе такие предметы превращаются в смертельные капканы. Мы призываем всех внимательно следить за утилизацией мусора и не оставлять потенциально опасные емкости в зоне досягаемости питомцев. Сегодня жизнь Джонса кардинально изменилась. Вместо опасных скитаний по раскаленным улицам округа Марикопа с ведром на голове он находится в комфортном вольере приюта Maricopa County Animal Care and Control. Он заново учится доверять поводку, с аппетитом ест, обожает прогулки с волонтерами и встречает каждого проходящего человека вилянием хвоста и преданным взглядом карих глаз. Джонс официально открыт для усыновления. Сотрудники службы спасения ищут для него терпеливую, добрую и любящую семью, которая понимает, что после уличного прошлого собаке потребуется немного времени для адаптации к правилам жизни в уютном доме. «Я бы всем сердцем хотела, чтобы он попал в самые лучшие руки», — говорит офицер Дэвис. «После всего, что он пережил, после той невероятной благодарности, которую он проявил к своим спасителям, он заслуживает безграничной любви. Я буду по-настоящему счастлива, когда увижу его на диване в окружении своей собственной семьи». Для Джонса тот странный, полный страха день, начавшийся с душного плена и отчаянного бегства от спасателей, завершился спасительными объятиями на коленях ветеринара. И теперь этот солнечный пес стоит на пороге своей новой, счастливой и безопасной жизни, где больше никогда не будет пластиковых оков, а будут только заботливые руки и верное человеческое плечо.